Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня мы с вами сделаем десерт. Десерт у нас будет без выпечки. Нам нужно будет просто его собрать, сварить крем, положить в холодильник, остудить и наслаждаться. Вы можете по этому рецепту сделать даже торт. Все, что я вам даю в рецепте, вы можете это все собрать в любой круглой форме или в кольце. Сверху украсить уже по своему желанию, и получится замечательный торт. На все праздники он вам пригодится и на каждый день. А как десерт вы можете его сделать, как я, в обыкновенной форме, так сказать, семейной, положить его в холодильник и наслаждаться. И вечерами, и к чаю очень вкусно, и вообще попробуйте его сделать. Мне этот рецепт очень нравится, и он очень мне пригодился. Ну что, начнем делать, мои дорогие. Сегодня мы начинаем с приготовления крема. Для крема нам нужно будет маленькую кастрюльку, отправляем 800 мл молока на небольшой огонь. Сюда же мы отправим сахарный песок. Я кладу 120-130 грамм, но можете положить от 100 до 150 грамм. Если не хотите очень сладкое, кладите поменьше. 80 грамм кукурузного крахмала. И размешаем хорошенько. Я этот пирог, этот десерт готовила очень часто, даже в конце 80-х и в начале 90-х годов. Просто с разницей в том, что в крем я добавляла муку. Тогда у нас не было кукурузного крахмала. Как только крем у нас уже загустел, мы выключаем сразу же плиту и отправляем 50 грамм сливочного масла в крем. Все это хорошенечко размешиваем. Добавляем ванилин и не ванильный сахар. У меня ванильный сахар 1 пакетик. Все граммы, все будет написано внизу под видео. Если я что-то пропущу, когда вам рассказываю, то все внизу будет написано. Крем у нас готов. Перемешиваем хорошенько. Еще раз, чтобы ванильный сахар хорошенько растворился. И нужно будет нам его перелить в любую посуду, накрыть пленочкой и остудить. Буквально 10 минут, чтобы он стал тепленьким. Нам не нужно его класть ни в холодильник, никуда. Просто оставляем на столе. Попробуйте сделать, получается очень легко. И, как я вам уже сказала, можете крахмал заменить на муку. В небольшую сковородку отправляем сливочное масло. Туда же сахарный песок 100 грамм. Все это хорошенечко размешиваем. И начинаем добавлять муку. У нас идет ровно 250 грамм муки. Нам это нужно будет все, так сказать, прожарить и превратить в крошку. Постоянно помешивая, уменьшаем, конечно, плиту, чтобы она у нас была от среднего до маленького огня, так сказать. На небольшом огне, постоянно помешивая, превращаем муку, масло и сахарный песок в крошку. Сюда тоже также можете отправить сахарного песка меньше, если вам покажется, что это много. Все постоянно помешиваем на слабом огне и доводим до золотистого цвета. Пересыпаем и тоже оставляем буквально на 5-10 минут остудиться. Добавляем сюда ванильный сахар. Перемешиваем. Пока мы перемешивали, пересыпали, у нас уже почти остыла эта крошка, так что я не буду ее оставлять, я буду сразу собирать наш тортик, так сказать. В форму 20 на 30 на дно укладываем 2-3 столовые ложечки крема. И нам нужно будет его распределить равномерно по донышку. Сверху посыпаем приблизительно 1/3 от всей нашей такой песочной крошки. Распределяем равномерно. Сверху половину от оставшегося крема. Ничего взвешивать не нужно, все на глаз делайте приблизительно. Если будет чуть-чуть меньше, чуть-чуть больше, никакой проблемы не будет. Распределяем равномерно. Сюда же отправляем половину, опять-таки, от крошки. Нам нужно будет таким же образом весь оставшийся крем и оставшуюся крошку распределить. Снова крем. И снова пойдет крошка. По идее, нам нужно будет сварить только крем и сделать вот такую песочную крошку. Получается очень быстро. С готовыми печеньями тоже можно делать, но мне кажется, так получается вкуснее.
Совсем другой запах у этой крошки. Она такая жарено-песочная получается и очень вкусная на вкус. Напишите, кто помнит этот тортик. Потому что тогда, мне кажется, пекли его все. Распределяем оставшуюся крошку. Оставляем в сторону буквально на 5-10 минут. Пока будем делать верхний наш крем. Сюда нам нужно будет отправить небольшую посудку 300 миллиграмм сливок. Сливки нам нужны будут 35%. И нам нужно будет их взбить до таких крепких пиков. Сахар я не добавляю в сливки. Сливки у меня не сладкие. Я делаю из, так сказать, натуральных сливок, но можете даже положить и искусственные сливки. Сюда же я добавляю одну баночку вареной сгущенки. Раньше мы сгущенку варили, но сейчас я ее покупаю уже готовую. И смотрите, если вы не хотите делать верх из сливок, можете точно так же сделать сметану. 300 грамм сметаны взбивайте не до таких очень сильных пиков. Можно даже вообще ее не взбить, если она жирности где-то 20%. Просто перемешайте ее со сгущенкой вареной. Все это отправляем сверху на наш пирог, на наш десерт, на наш торт, как хотите его называйте. Все равно получается вкусно. Получается бесподобный карамельный вкус. И с вот с этим запахом крошки получается очень-очень вкусно. Нам нужно будет сверху посыпать шоколадом. Сегодня я посыпаю его черным шоколадом. Можете посыпать белым, можете посыпать молочным, можете посыпать орешками. Кто что хочет. Приблизительно 50 грамм. Вот такая красота у нас получается. Полежала в холодильнике буквально 2 часа. Режем и пробуем. Получается очень вкусно, мои дорогие. Попробуйте. Мне кажется, всем понравится. Пробуйте, готовьте, пишите свои комментарии, кому понравилось, кому нет, и будем дружить. Всем приятного чаепития. Пока-пока.